Если вы, например, живете давно уже с человеком в браке, или там просто живете вместе, или это может быть ваш родитель, сейчас называют, вот есть домашнее насилие физическое и психологическое. Вот, с физическим все понятно, с психологическим насилием сложнее разобраться. Живя с таким человеком, даже если это ваш там родитель, вы можете на самом деле путать. У вас может понижаться самооценка, вы становитесь неуверенным в себе, вы сомневаетесь. Но вы изначально как бы уже с этими были задатками. Да? Мы все получаем, как я сказала ранее, что-то для себя и внимание, и удовлетворение своих потребностей тем способом, которые научились получать в детстве. Вот смотрите, если у вас были жесткие родители, и вы живете в комплексе жертвы, например, то вы внимание получали, скорее всего, только когда на вас кричали, ругались, какое-то негативное такое внимание, но это все равно было внимание. И вы поэтому с этим человеком продолжаете отношения, не можете выйти из этой невротической связи, потому что он дает вам внимание тем способом, которым вы научились его получать. И это для вас нормально. Вот, вы жертва, на вас кричат, и это внимание. В общем, если вы вдруг обнаружите, что происходит, что-то не так, вам совершенно не нравится, вы запутаетесь, вы не можете понять, в чем вас обвиняют, кто виноват, вы хотите жить в нормальных, здоровых отношениях, берите себя в руки, в кучку собирайте и топайте к психологу. Вы самый родной, близкий человек для себя. Никто вам не поможет, если вы сами не захотите себе помочь. Психологи тоже разные бывают, тоже люди. Надо найти, с первым может не получиться, со вторым надо найти того психолога, с которым у вас будет контакт. Вот. И разбираться с этой проблемой. Потому что из этих отношений сложно выпутываться, поэтому только вам могут оказать помощь, и это психолог. Никогда не бойтесь идти, никогда не бойтесь там показаться глупым, вам страшно. Берите и все, что может быть страшнее того, что вы там просто как-то плохо закончите в этих отношениях.